Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Я безумно рада видеть вас на своем канале. Спасибо, что открыли мою обложечку, заинтересовались моей скромной персоной. И сегодня у меня парфюмерное видео, посвященное такому бренду, как S Parfum. Я знаю, что этот бренд уже давно известен на просторах YouTube, но я хочу именно познакомить вас с S Parfum вот спустя 3 года, мое отношение к нему. Если говорить о моем отношении где-то года 3-4 назад, то мне очень нравился этот парфюм. Это бренд аналоговой парфюмерии, и я покупала у них один аромат, аналог Монталь Intense Cafe. Мне очень он понравился, он был очень комплиментарный и реально очень качественный. Мне делали комплименты, когда я была в этом парфюме. А также я приобрела молекулу, тогда она очень шумела. У нас в городе Минске, я живу в городе Минске, не было молекул, не продавалось, поэтому приобрела аналог и тоже с таким удовольствием сбрызгала его на себя. И даже хочу еще, потому что у них ассортимент молекул огромный, именно аналогов молекул. А теперь перейдем непосредственно вот к S Parfum сейчас. Я заглянула в их Инстаграм. У них самый качественный Инстаграм, на мой взгляд, среди всех аналоговых парфюмов. У нас в Республике Беларусь их много, например, я даже могу перечислить по пальцам. Азмерли или Азмирли. Второе это Vogue. Потом есть еще у меня что-то из головы выпало, еще какой-то бренд. Напомните, кто знает, не помню. Но самые известные и раскрученные на сегодняшний момент это, на мой взгляд, Азмерли, но Инстаграм у S Parfum ничем не уступает. Там написано черными буквами по белому, что это парфюм на французских маслах. Также заявлено в Инсте, где находятся магазины S Parfum. Это в городе Минске торговый центр Титан. Я непосредственно там и приобрела последний парфюм, о котором буду сегодня говорить, новиночку. И также есть бутик, как они себя называют, парфюмерный бутик в городе Витебске. Это торговый центр Марка Сити и торговый центр Грин. Я хоть и живу в Беларуси, в городе Минске, но в Витебске была только один раз. Подробностей не знаю. Также у них осуществляется бесплатная доставка по Республике Беларусь, и есть у них дозировки, это самое удобное: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Ну вот, например, не хватает денег на 100 или 50 мл, можно свободно приобрести 15 мл и носить сумочный вариант, что я и сделала. Вот, приобрела себе сумочный вариант. Просто решила снова вернуться к аналоговой парфюмерии. Я вообще когда-то не хотела иметь аналоги парфюмов, только оригиналы. Но сейчас такая ситуация, что парфюм хочется, но он очень дорогой. Поэтому пришлось вспомнить об S парфюме. Тем более я с удовольствием спрыскала и Intense Cafe Монталь, и молекулу от S Parfum. И все практически отзывы, кроме одного, очень хорошие на S Parfum, поэтому почему нет. У них в ассортименте представлены женские, мужские и селективные ароматы. И недавно также я узнала, что у них есть цвет артикула. Синий обозначает мужской, красный женский и зеленый унисекс. Вообще, я когда подошла к консультанту, я была на днях, и спросила: у вас парфюм швейцарско-русский или швейцарско-белорусский? Она сказала, что у нас швейцарское сырье разливают в России. Ну вот, например, из Мерли, там у них швейцарское сырье разливают в Беларуси. Но когда я посмотрела подробнее коробочку нового парфюма, который я купила, уже наконец-таки скажу, это Straight to Heaven от Kilian. То есть аналог этого аромата по ноткам, они очень схожи, то есть перекликаются. Не одни и те же ноты, но перекликаются. И причем это версия White Crystal.
Да, я себе купила мужской аромат. Вообще ароматы Kilian, они, можно сказать, унисекс, но здесь вот нет зеленого ярлычка, что это унисекс, или красный ярлычок, что это женский или мужской. Наверное, это какие-то старые ароматы, дата 2020 год. Ну, просто купила попробовать, уже очень захотелось мне сумочный вариант. И она отметила, что у них швейцарское сырье разливают в России, но я здесь внимательно почитала, здесь написано, что производство аромат ТОО, адрес Республика Казахстан, и даже указан город Нур-Султан. Вот такой вот аромат. Это все хорошо. Вот я рассказала, что у них и Инстаграм хороший, и есть один парфюмерный бутик, как они себя называют, в торговом центре Титан, и в Витебске его рекламирует даже известная наша белорусская блогер. Ароматы хорошие. Но единственное, когда я подошла к консультанту, у него огромного количества ароматов не было. Именно те ароматы, которые меня интересовали, которые они рекламируют по Инстаграм. Естественно, я хотела их понюхать, а не вслепую покупать. Все-таки в нынешние времена даже аналоговая парфюмерия, она стоит дорого. Так вот, я попросила у них Монику Белуччи, Муглер Годес Элиан, там он с кокосовым молоком, хотела вкусить этот аромат, то есть не вкусить, а понюхать. Нину Ричи хотела попробовать с душистым горошком, и этих ароматов не было. Ну вот бедный ассортимент, я так понимаю, на сегодняшний момент S-парфюм в Минске загибается. Другие аналоговые парфюмерные бутики более раскручены на сегодняшний момент. Такая вот ситуация в городе Минске. Я говорю по городу Минску, как я вижу. Самый раскрученный, наверное, сейчас Азмерли. У них огромный ассортимент, у них и новиночки. Но вот мне захотелось S-парфюм попробовать спустя несколько лет. Ну и давайте поговорим непосредственно об этом аромате, который я купила. Я купила 15 миллилитров вот этого Straight to Heaven Kilian, то есть дорога в рай, прямо в рай от Kilian. На самом деле этот аромат, если рассматривать оригинал, то он идет в красивой черной шкатулке. В этой шкатулке есть замочек, к замочку есть ключик, а на ключике есть такая кисточка, очень красивая. Я давно засматривалась на именно эту черную шкатулку ароматов Kilian. У меня есть одна шкатулка белая, плохой девочки, но вот хотелось мне еще и черненькую, именно с этим замочком. Но приобрела пока аналог. Если посмотреть на рисуночек, как рекламирует именно S-парфюм этот аромат Straight to Heaven White Crystal, то там нарисован бокал рома, рядом лежит мускатный орех, а также, как я понимаю, это хвоя, если смотреть пирамиду. И расписана у них пирамидка. Пирамида у S-парфюм такая. Верхние ноты это мускус, жасмин, пачули. Ноты сердца это кедр, мускатный орех и жасмин. И ноты базовые это ром и сухофрукты. На фраге немножечко по-другому я сравнила, провела такой подробный анализ, то там вирджинский кедр, пачули. Это верхние ноты и ром, средние ноты сухофрукты, мускатный орех, мускус и амбра, и базовые ноты ваниль, жасмин. Как видите, нотки отличаются. Здесь я вставлю нотки S-парфюм, здесь нотки постараюсь с Праги, чтобы вы могли сравнить. Ну вот они предупреждают у себя, что такие дела, то есть отличаются ноты. Но мне понравился, кстати, вот этот вот флакон, я не рассказала. Идет в такой коробочке, флакон красивый, приятно его держать в ручке. Вообще у них неплохие флаконы. Я сбрызну на руку, чтобы напомнить себе этот аромат. Ой, такой он очаровательный, такая уже влажная деревяшка, я прям балдею. Как представлен этот аромат на фраге, именно Kilian, то что это аромат для мужчин, выпущен в 2007 году, группа «Древесные». И причем кто-то считает, что это шедевр, и даже этот аромат, именно оригинал Straight to Heaven от Kilian, его признают самым таким, одним из лучших ароматов в мире. Ну, есть и любители, почитатели этого аромата, есть не почитатели. Сейчас мы все по полочкам
разгребем. Почему же я вот заинтересована именно этим мужским ароматом? Ну, я опять повторю, что ароматы от Kilian могут носить и мужчины, и женщины. Они смотрятся и дают шлейф прекрасный на двух представителях мира. Ну, кто-то также считает, что это моноаромат хвои, один из худших ароматов. Я не соглашусь. Здесь не моноаромат именно хвои. Здесь такой очень интересный аромат. Для меня в этом аромате очень много воздуха, он как будто влажный, но он такой невесомо влажный. Очень, вот именно это свойство мне нравится. В нем вот мне что-то захотелось летом вот этой вот влаги. И важнейший такой, один из важнейших, наверное, таких древесных парфюмов, на мой взгляд, в мире. Он такой и горьковатый, и мягкий. Нравится вот он мне, как раскрылся на мне. Именно вот этот аналог. Очень качественный аромат. Они очень качественно повторили этот аромат. Я в который раз впечатлена все-таки качеством парфюмерии S Parfum. Мне понравился этот аромат. Это третья моя не ошибка. Это не ошибка, далеко не ошибка. Мне нравится, как он и носится в течение дня. Я уже разносила, прошло несколько дней. Много деревяшек, он такой вкусный. Сначала он мужской, а потом уже, можно сказать, и приобретает такой женский оттеночек. Также здесь в составе, если смотреть, есть пачули. Ну, что в мире парфманьяков говорят о пачули? Что он землистый, иногда подвальный. Но здесь скорее такая багетная мастерская в хорошем подвале, скажем так. Сладость здесь еле слышная, деликатная, не душащая. Он достаточно такой яркий и стойкий. И аналог тоже очень стойкий. Мне нравится. Слишком также вот мне нравится, что здесь, когда его вдыхаешь, ощущается вот слишком много кедра. Пачули и жасмин уже они на заднем плане. Переводится вот это название Straight to Heaven как побег в рай. Наверное, для мужчин, раз это мужской аромат. Ну, мне кажется, это побег в рай. Красиво, округлый аромат с такими округлыми ромовыми нотками. Кстати, я сказала бы, что этот аромат мужской, а для женщин очень подходит на вечер. Но я его ношу и на каждый день, вот честно. Мне так нравится эта влага, мне нравится эта дымность, мне нравятся ноты рома. Я это все люблю. Хоть и Kilian, они основатели вот этой Hennessy, империя спиртных напитков, поэтому у них и такой парфюм, очень много с алкогольными нотками. У меня даже есть один аромат розы на льду, оригинал. Ну вот здесь просто на сегодняшний момент, я уже сказала, такая ситуация, аромат хочется, но не может. Купила аналог. Даже аналог у них дорогой. То есть так как это селектив у S Parfum идет подороже. И что же здесь? Ощущение хвои очень приятное. Здесь не моноаромат хвои. Терпкость. Напоминает немножечко напиточек абсент. Хотя я не любитель выпить, но абсент напоминает. Также я бы сказала, что здесь пачули, они не землистые, не ярко выраженные землистые, они какие-то такие бумажные, с мускатным орехом. Здесь вот ром, пачули, мускатный орех. Если так подумать, что это, наверное, искусственный рай для мужчин. Раз здесь есть ром. Наверное, поэтому и рай, если так подумать о названии. Слышу пачули, вот много этого пачули, мускус, немного рома, немного мускатного ореха, остальное такое фоном. Но если поносить этот аромат несколько дней, то вот спустя несколько дней я уже слышу вот эту базу немножечко кислинки от сухофруктов. И ром, есть алкогольная нотка, но здесь такая ощутимая подложка из пачулей, и дальше идет уже такой мускат с мускусом. Вот если спустя время описать этот аромат. Да, сначала бьет вот эта хвоя, а потом спустя время уже раскрывается эта пирамидка. Какие же ассоциации этот аромат? Он ассоциируется с хрустящими долларовыми купюрами. Да, так пахнут деньги, если деньги прочитать на языке парфюмерии. Да, как и
оригинал, аналог так тоже пахнет, есть это. Вообще мужская парфюмерия, она очень много раз использует нотку, алкогольные нотки, особенно ром. Мне нравится. У меня, кстати, есть даже аналог Киллиана, вот этот пиратский аромат Фантом от Киллиан, там тоже есть ром. Ну да, здесь вот сейчас вот я нюхаю такой обжигающий ром, кедр, пачули. Ну вот прекрасное трио, прекрасное. Я не жалею, что купила этот аромат. Еще, когда я его пробовала вот в этом парфюмерном бутике, так называемом, то это такой вот, я бы сказала, дымный аромат. Мне нравится эта дымность, он такой дым густой, смолистый, согревающий, сладкий. И вот этот, мне нравится, что на старте ром, все здесь в балансе, то есть как и в оригинале. Прекрасный аромат, красивый. Причем ароматы от Kilian, я бы не сказала, что оригиналы, они очень стойкие. На мне они не стойкие, у меня холодная кожа, на мне они совсем не стойкие. Я читала на фраге, что многие ароматы от Kilian не стойкие. Этот аромат довольно-таки стойкий, вот он продержится 4 часа. Он продержится 4 часа, вот я сейчас вдохнула, деревяшки мокрые ощущаю. Ну да, это такой нежный ромовый десерт с каким-то таким животным, мускусным оттенком. Есть здесь вот этот запах тела. Землистые немножечко, то есть бумажные пачули, не землистые, подмокшие деревяшки. Все это звучит так обволакивающе, томно, расслабленно. Это не палуба пиратского корабля, это, скорее всего, такой сигаретный клуб. Сигаретный клуб довольно-таки дорогой. Вообще меня вот эта вот дымность в этом аромате сводит с ума. Я не курила. Может, раз в год могу кальян покурить для баловства, но этот аромат меня сводит с ума своей дымностью. Вообще девушка, я считаю, его может носить под настроение. Настроение может быть, должно быть, наверное, бодрое, такое боевое. Приличный унисекс такой с мужским уклоном. Вот определение этого аромата. Очень красивый аромат, солирующий ноты рома, хвои немножечко, алкогольные нотки. Напоминает аромат какой-то такой горячий, только что выглаженной рубашки, которая выстирана с хвойным кондиционером. И еще именно вот этот белый кристалл Straight to Heaven от Kilian, это такая мужская интеллигентность. Так, мой звук пишет, и я всегда смотрю, контролирую. Также этот аромат очень похож на аромат от Тициана Теренция Урса, кто знает. Но здесь Kilian, он мягче, слаще, спокойнее, и он более женственный, он более такой мягкие, чем Урса Тициана Теренция, хотя Тициана Теренция очень люблю парфюмерию. И еще такой момент очень тонкий. Есть два разновидности аромата, вот Straight to Heaven. Есть первый просто Straight to Heaven, и есть Straight to Heaven вот с припиской White Crystal. Вот первый это шедевр шедевром погоняет, а второй почему-то говорят, что он вот именно вот этот белый кристалл Straight to Heaven, он более разбавленный. А мне нравится, что он вот более разбавленный. Мне нравится, что он не ядреный. Ну вот говорят, что ром и кедр именно в аромате белый кристалл не такой вот ядреный, сильный. Если такое красивое описание данному аромату придать, то это деньги, которые, так пахнут деньги, которые лежат в кедровой такой шкатулке, на очень дорогом таком столе с письменными принадлежностями, и причем рядом стоит бокал рома. Вот так вот. Также сравнивают этот аромат с Oud Immortal от Byredo, да, потому что здесь мускатный орех плюс пачули, они дают такой какой-то мокрый картон. Также еще мне нравится такое сравнение этого аромата с опилками Kohinoor, карандаша Kohinoor. Есть стирка, ластик, известный под названием Kohinoor, такой прямоугольничек. Есть еще карандаши Kohinoor. Так вот, здесь есть оттеночек от опилок Kohinoor. Когда точилкой точишь этот карандаш, то есть отголоски в этом аромате от опилок действительно этого карандашка. Еще я слышала, что вот когда рекламируют аромат Straight to Heaven от Kilian, то консультанты могут так ярко его представить, то что так пахнут. Я даже для себя выписала
на фраге один мужчина сказал, что консультант сказала: так пахнут дорожки кокаина где-то на Карибских островах, где пальмы и коктейли с пряным ромом. Но это так пахнет оригинал Straight to Heaven White Crystal. Аналог тоже, наверное, пахнет этими кокаиновыми дорожками. Я не знаю, как пахнет кокаин, но консультант так написала. Вообще, ну, Kilian, он такой бренд интересный, там очень хорошие игры. Специфический аромат купюр долларовых. Также здесь сравнивают этот аромат с камфорным спиртом. Я знаю, как пахнет камфорный спирт. Я раньше болела в прошлом летом и приходилось натирать под грудью камфорным спиртом. Есть отголоски камфорного спирта, но это не камфорный спирт. Я просто так исследую этот аромат со всех сторон, как он может на людях чувствоваться. Ну, красиво здесь вот этот мощный кедр с такой пышной кроной, ароматная такая здесь смолистая кора ощущается. Мускус придает этому аромату прозрачность, а алкоголь и мускатный орех какую-то теплоту. Да, прекрасный аромат. Вообще на мне он раскрывается, значит, очень аромат похож на каравеллу специи от Frapin. У меня есть оригинал, только каравелла специи это такая сухие тут специи. Ну вот очень похоже в раскрытии два этих аромата. Интересно, но именно если сравнивать, то каравелла специи от Frapin, она более перченая, а этот аромат Straight to Heaven White Crystal аналог, он более сладкий. Вот так вот в сравнении познается. Поэтому мой вывод по бренду: мне очень нравится S-парфюм. Мне нравится, как на мне раскрывается вот представитель, который я решила купить спустя 3 года. Я могу посоветовать этот аромат к покупке. Почему нет? Не побаловаться. Я его купила за 39 белорусских рублей. Ну, за 15 миллилитров это нормально, побаловаться. Хороший качественный флакон. Все достойно сделано. Мне даже нравится цвет. Может быть, еще куплю их черные или белые футляры. А также я хотела бы поговорить, какие ароматы от S-парфюм я бы порекомендовала, чтобы у вас сложилось хорошее впечатление. Это, естественно, молекулы. У них, наверное, самый большой ассортимент молекул. Я даже для себя выписала в тетрадочку эти ароматы, которые я вот даже сама хочу приобрести. У них есть все молекулы эксцентрики. Причем первая эксцентрик молекула 0,4. Стоят они все от 39 до 124 белорусских рублей. Доминирующие ноты вот именно в 0,4 это можжевельник, грейпфрут, мастиковое дерево, артикул М24. Вторую молекулу у них представлена в ассортименте. Это молекула 0,1, тоже эксцентрик. Ну что значит эксцентрик? Это то есть есть композиция у аромата. Ноты розовый перец, ноты сердца ирис и нота базы и соя супер. Вот это вот искусственная молекула, ради которой любят, из-за которой любят ароматы молекулы, артикул М3С. Также третью можно рассмотреть молекулу 0,2. Эксцентрик молекула. Здесь верхние ноты мускус ветивер, ноты сердца фиалка, молекула опять изоя супер и ноты базы амброксан. Артикул М4С. Очень мне нравится именно 0,2. Вот не помню, какая у меня была, но вот у них все молекулы прекрасные. Они всегда освежат в летний вечер, в летний день. Следующая молекула 4, то есть 4 по списку, эксцентрик молекула 0,5. Там очень интересная пирамида, такие для меня интересные нотки. Это инжирный лист, сам инжир, кипарис, лавр и можжевельник, артикул М27. Это вот такие вот молекулы. И есть еще молекулы очень необычные. Они так называются, я даже не знала. The Beautiful Mind Series Intelligence and Fantasy. Здесь ноты бергамот, магнолия, османтус и кашмиран, артикул М5. И еще одна необычная молекула. Это The Beautiful Mind Series Volume 2 Precision and Grace. И здесь ноты необычные для молекул. Это груши, слива, османтус. Даже на рисунке у S-парфюм, если рассматривать рекламу их аромата под вот этот бренд, то там и нарисован османтус, он сейчас очень моден в парфюмерии, многие ищут, и мимоза, артикул М20. То
То есть получается раз, два, три, 6 у них молекул, и на мой взгляд это у них вот такие must-have, если вы хотите познакомиться с этим брендом и не ошибиться, потом не плеваться за то, что зря купили. Ну вот честно, 3-4 года назад покупала 2 аромата, я была не разочарована, и сейчас купила этот аналог Килина. И далеко не разочарована, он реально достойный и даже более стойкий, чем оригинал. Мой вывод, что мне нравится эта парфюмерия, но я просто вижу, что этот бренд, наверное, скатывается вниз, потому что касается города Минска, то в Титане я ни разу не видела человека, который тестирует у них ароматы, когда была в Титане. А когда, например, я прихожу и смотрю Азмирли, то там даже очередь выстраивается. Очень странная политика, может быть, им нужно больше в рекламу вложиться, хотя уже куда больше, столько блогеров сняли видео. Но мой вердикт: мне нравится эта парфюмерия, мне нравится их оформление, мне очень нравится, как они ведут Инстаграм, но киоски продаж или их парфюмерные бутики как-то странно, что у них такой скудный ассортимент и только один парфюмерный бутик на весь Минск. Вот такая информация, надеюсь, я была вам полезная, помогла составить общее впечатление об парфюмерии S-Parfum. Пока-пока, увидимся в следующих видео. У меня не только парфюмерные видео, а видео об украшениях, косметике, о личной жизни.